Всем привет! Сегодня у нас стартует пилотная серия из новой рубрики канала, где я вам демонстрирую подборку различных автомобилей, видеообзоры на которые вы могли видеть на основном канале за прошлые месяцы. Я выбрал месяц июль и покажу вам именно те масштабные копии, которые впервые засветились на основном канале. И, конечно, в тот период было показано значительно больше различных моделей, и в некоторых видеороликах я демонстрировал сразу 15-20 машин, но просто все они не уместятся в сегодняшнее видео, и не хочу перегружать масштабными копиями данный видеоролик. Кому интересно, можете просто перейти на основной канал и найти необходимое для вас видео. Их уже скопилось порядка 1200 экземпляров. И в этом видеоролике я покажу не только модели в 43 масштабе, но и два автомобиля в более крупном 18 масштабе. Это больше некое исключение из правил. И также в комментариях вы можете написать, какая, по вашему мнению, модель достойна титула «Лучшая модель июля». И уже доказано, что лучшая модель июля выпрыгивала из тортика в фильме «В осаде», но политика YouTube не пропускает подобные видеоролики, поэтому ограничимся лишь масштабными копиями. И первая модель, с которой мы начнем сегодняшний видеообзор, это купе BMW 850 в кузове E31. Это довольно старая масштабная копия от производителя Maisto. Она выпускалась где-то в начале 2000-х годов, и у меня модель в не самом лучшем состоянии. Долгое время она стояла на открытой полке под палящим солнцем, но тем не менее сохранила более-менее товарный вид. И нужно будет ее полностью разобрать, отмыть от пыли, также пройтись полиролью, чтобы вернуть прежний лоск. Просто все никак до этого не доходят руки. И у этой модели открываются дверки. Также откидываются спинки сидений, довольно интересно сделаны ремни безопасности, также двигается рулевое колесо. У модели открывается крышка багажника, виднеется запаска и открывается капот. И вполне хорошо сделано подкапотное пространство, правда, на этом экземпляре не поднимаются фары. А у многих премиальных брендов, таких как AutoArt, даже на моделях в 43 масштабе эти элементы сделаны функциональными. И вот так выглядит нижняя часть, более-менее хорошая детализация. Можете посмотреть, как реализован поворотный механизм, но мне не очень нравится, как здесь сделали выхлопную трубу, и вид портят крепежные винтики и отверстия для закрепления модели на подставке. Их можно было разместить где-то в углах, чтобы они не портили общий вид нижней части автомобиля. Но, повторюсь, это вполне хорошая модель, и она вполне конкурентно способна даже по нынешним меркам. Сейчас преимущественно крупные модели делают из полимера, и они полностью глухие. А здесь металл, и все открывается. И покажу вам еще одну модель в 18 масштабе. Это Aston Martin DB7. Очень красивый автомобиль в насыщенном темно-бордовом цвете. И эта машина с правосторонним расположением руля. Тоже открываются дверцы, откидываются спинки сидений, двигается рулевое колесо. Также красиво изготовлены колесные диски, открывается капот. Правда, двигатель здесь из пластика, окрашенного в массе, и лучше бы, если бы его окрасили серебристой краской. Можно сделать самостоятельно доработку, но эту модель я оставлю в первозданном виде. И также у этого варианта открывается крышка багажника, и здесь лежит небольшой сертификат подлинности. И эта модель изготовлена в Испании. И, по-моему, уже производителя не существует, но у них был довольно обширный ассортимент различных интересных машин в 18 масштабе. И вот так выглядит нижняя часть. В плане проработки эта модель приближена к производителю Burago, но модели от итальянского бренда мне нравятся чуть больше. И здесь уже лучше расположили крепежные винтики, они не портят общую картину нижней части. И также в комментариях вы можете написать, какие крупные модели есть в ваших коллекциях.
Давайте покажу вам журнальные машины, их не так много. Первый вариант — это экспериментальный автомобиль «Москвич Истра». И мне нравятся различные концептуальные автомобили, это отдельное направление в моей коллекции. Стараюсь собирать наиболее уникальные машины, которые больше никем не издаются. И, кстати, данный вариант выходил только в рамках журнальной серии. И тоже это одна из причин, по которой я приобрел данный необычный автомобиль в коллекцию. И модель очень легкая, несмотря на то, что у нее металлический корпус. Очень примитивно сделана нижняя часть, также салон из черного пластика, окрашенного в массе, но тем не менее модель хорошо передает образ настоящего прототипа. И покажу вам другой журнальный экземпляр из серии «Автолегенды СССР лучшие». Это советский лимузин ЗИС-101. Но, конечно, здесь не очень хороший цвет, что-то сиренево-синее. И в обычной регулярной серии «Автолегенды СССР» такой лимузин предлагался в классическом черном цвете, и у него была лучше сделана решетка радиатора. Точно такая же деталь, но она была окрашена в цвет кузова автомобиля, а здесь зачем-то ее сделали полностью в хроме. Конечно, можно перекрасить модель, сделать доработки, но стоит ли игра свеч? От этого модель все равно лучше не станет. Ну, вот такой вариант. И покажу вам еще один журнальный автомобильчик. Это грузовичок Баркас, который выходил в рамках проекта «Культовые автомобили Польши». Вот это действительно хорошая модель, стоящая своих денег. И этот грузовичок сделан не намного хуже, чем вариант от Шуко. Правда, у Шуко немножко другая модификация, по-моему, с удлиненным шасси. И еще один Баркас выходил в рамках проекта от Autokult. У них модель из полимера, и там был представлен вариант с прицепом, открытый грузовичок, у которого на платформе были сиденья, и это машина для перевозки туристов. Я хотел приобрести ее в свою коллекцию, но модель очень хрупкая, и по отзывам купивших ту модель многим людям она приходила в полностью разбитом состоянии, поэтому отказался от покупки. Ну, вот такой грузовичок. И давайте покажу вам новинку июля месяца. Это капотный сидельный тягач International Lone Star. Очень красивый грузовик. Конечно, модель имеет ряд упрощений, но смотрится вполне симпатично. И это более выигрышный вариант, нежели аналог от мастерской Кимерия. И за модель от Кимерия я отвалил $250, и она сделана не намного лучше. Конечно, там больше мелких деталей, но качество покраски проигрывает этому промышленному изделию. Модель довольно тяжелая, и здесь пластиковая надстройка, но выглядит, как будто она сделана из металла. И скоро у Иксо появится такой же International, только в бордовом варианте окраски. Возможно, второй грузовик я тоже приобрету в свою коллекцию. И у меня в комментариях спрашивали, будут ли обзоры на другие грузовики от Иксо, которые недавно поступили в продажу. Да, будут, но немножко позже. У меня на очереди к показу другие масштабные копии, которые я все не могу показать с начала года. Так что все будет, ребята, нужно только немножко набраться терпения. И покажу вам еще один капотный сидельный тягач. Это White Western Star. Тоже очень красивый грузовичок в довольно веселой схеме окраски. И когда я делал детальный видеообзор на эту масштабную копию, многим людям не понравился цвет, судя по отзывам. Но мне такая схема нравится. Машина смотрится очень нарядно, и она хорошо выделяется на полке, стоя рядышком с обычными грузовиками. И давайте уберем этот грузовик, чтобы он нам не мешал, и покажу вам еще один сидельный тягач. Это GMC 950 Co, который копирует прототип 1954 года. Тоже симпатичный грузовичок, хотя на фотографиях в интернете модель смотрелась намного хуже. И не всегда стоит доверять фото, потому что они не передают общий облик автомобиля, и здесь все зависит от фотографа. Я не очень хороший фотограф, поэтому тоже не всегда получается качественно фотографировать масштабные копии.
И, конечно, к этому грузовичку просится небольшой полуприцеп. Возможно, для перевозки автомобилей, возможно, для перевозки небольших грузов. И похожий аналог из журнальной серии поставлялся с полуприцепом для перевозки машин, но тот вариант я не стал приобретать в коллекцию по ряду причин. Во-первых, журнальную серию у нас не продают, она встречается только на аукционах. И эта журнальная серия выходила во Франции и в Испании, и очень дорогая пересылка. И, например, если вы модель приобретете за 35-40 евро, это еще более-менее терпимо, но доставка доходит до 50 евро, и конечная стоимость модели уже приближается к сотне евро. И, конечно, этих денег уже журнальный вариант, на мой взгляд, не стоит, поэтому обхожу эти модели стороной. И давайте покажу вам еще несколько моделей. Это автомобиль Lada Kalina, который продавался в коробочке Мир отечественных моделей, но по большому счету это просто продукция Honeywell в другой упаковке. Тоже вполне хороший автомобильчик, он стоил очень недорого, что-то порядка 150-200 рублей, уже не вспомню, но отдельно эти модели еще дешевле стоили. И у этой машины мне очень нравится насыщенный темно-бордовый цвет. И эта модель поставлялась с прицепом Skif. И это новодельный Саратов, металлический прицеп, у которого пластиковое днище. И у прицепчика довольно симпатичная схема окраски. И на эти модели я делал детальные видеообзоры, поэтому особо на них заострять внимание сегодня не будем. И покажу вам еще одну модель из недорогого сегмента. Это Mercedes-Benz 500 SE 79 года, кузов W126. И эту модель продавали в коробочке White Box. 1008 экземпляров тираж автомобиля. Очень симпатичный черный цвет, но есть несколько недочетов. Это полностью красные задние фонари и бампера, которые на настоящем автомобиле в основном шли серого цвета. Конечно, можно их покрасить самостоятельно, но опять же это дополнительные затраты. А так, сам по себе автомобильчик вполне симпатичный. И у меня есть еще один 126-й Mercedes, только с удлиненной колесной базой, и та модель от Mini Champs. Я тоже вам ее показывал в своих старых видеороликах. И еще одна модель американского автомобиля от XO Models Pontiac Firebird Trans Am 82 года в классическом черном цвете с золотистыми полосочками. И этот автомобильчик я давно хотел в свою коллекцию. И похожий Pontiac также выходил в рамках какой-то европейской журнальной серии. Модель тоже была в черном цвете, только на капоте отсутствовал значок и на покрышках не было белой маркировки, а других отличий между моделями я не обнаружил. И это относительно недорогая модель. В Европе ее продают за 25-30 евро в зависимости от магазина. И покажу вам две последних масштабных копии. Это лимузин ZIL 41052 от Deep Models, тоже очень симпатичная модель. И я большой поклонник различных лимузинов, стараюсь собирать как отечественную правительственную технику, так и иномарки. И, возможно, я сделаю отдельную рубрику, где буду показывать только лимузины. Вот такой автомобиль. Здесь очень тяжелый подиум, и из-за этого складывается такое ощущение, как будто машина сделана из металла, но на самом деле она из полимера. И последняя модель – это набор из сидельного тягача ЛиАЗ 110 и полуприцепа МАЗ-9506-20. Машина продавалась в коробочке Premium Classics, но по большому счету это перекрас и перепаковка варианта от Start Skill Models или Автоистория, и грузовик тоже выходил в коробочках SSM. Сам грузовик интересный, а полуприцеп лучше взять от Аиста. Он и стоит дешевле, и нету каких-либо отличий.
Вот такие масштабные копии. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною моделей вам понравилась больше всего. Какие модели приобрели вы? У меня также в группе ВКонтакте подписчики выкладывали фото своих грузовиков. Я посмотрел, довольно много людей приобрело International Lone Star и White Western Star. Хорошие модели, они стоят своих денег, и пока что за эту сумму лучших аналогов вы вряд ли найдете. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на этот и на мой основной канал, где выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.